Запад действительно ведет себя весьма агрессивно. Внутри него нарастают политические противоречия. Отношения Вашингтона с европейскими союзниками утратили былую предсказуемость и доверительный характер. И США, и европейцы сталкиваются с нарастающими социально-экономическими проблемами. Существенно, что своими безоглядными действиями в попытке сохранить гегемонию западный лагерь настраивает против себя страны мирового большинства. И в их понятийный аппарат уже прочно вошло неприятие гегемонии и входит неприятие неоколониальных практик. Для нас же эти государства выступают частью нарождающейся и укрепляющейся международной коалиции за более демократичный и справедливый миропорядок. Это и ресурс для внутреннего развития в условиях, когда Запад пытается изолировать Россию. Удельный вес США и в целом Запада в мировой экономике идет на убыль. Позиции новых центров силы, напротив, продолжают укрепляться. Монополия доллара в трансграничных платежах размывается. Все происходящее, конечно, сложно и трудно, ставит перед всеми задачи, которых не было раньше. Но это неизбежный этап становления многополярности. Мы должны его пройти с успехом и с честью. Главным инструментом внешней политики Вашингтона, мы это тоже видим, стала сила. Нынешняя администрация делает то, что еще год назад казалось немыслимым, и это вдохновляет ее на новые авантюры. При этом подрывается вся сложившаяся по итогам Второй мировой войны система международного права, идет подкоп под институты, включая ООН. 26-й год начался очень бурно, с грубейшего вооруженного вторжения США в Венесуэлу, продолжающегося нагнетания давления на Кубу, кризиса вокруг Гренландии. Тревожно выглядит ситуация на Ближнем Востоке, куда американцы вновь стянули в огромном количестве ударные системы. День ото дня наращивают давление, идут угрозы применения силы, продолжаются попытки раскачать внутриполитическую ситуацию в Иране. Новой военной операции там исключать нельзя. Нынешняя администрация США заметно усилила давление на Пекин, прежде всего в торговой и технологической областях. Тарифное перемирие между ними достигнуто, но вопрос, насколько оно долговечно. Обе страны ищут пути снижения критической зависимости друг от друга. Одновременно американцы и их союзники в геополитическом окружении Китая наращивают военные потенциалы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что создает риски не только для КНР, но и для России. Одним из важных элементов политики Трампа, это тоже необходимо подчеркнуть, остается стремление содействовать мирному урегулированию украинского кризиса. Трамп стал первым и чуть ли не единственным западным лидером, открыто признавшим расширение НАТО в качестве первопричины конфликта. Трамп встретился с Владимиром Владимировичем Путиным на Аляске, где были достигнуты принципиальные понимания о путях урегулирования. Тот переговорный процесс, который с тех пор продолжается, должен, по нашему убеждению, привести к результатам, укладывающимся в рамки, созданные в Анкоридже. Это сложный, но верный путь как к достижению целей специальной военной операции политико-дипломатическими средствами, путь к миру на Украине, так и к нормализации российско-американских отношений. Но иллюзий мы не питаем и настроены на дальнейший диалог с американцами строго на равных, если потребуется, в режиме жесткого торга. Осложняющий момент в том, что наша страна сталкивается с крайней враждебностью со стороны Европы, которая вышла на позиции главного спонсора киевского режима и системного противника России
взяв курс на милитаризацию и подготовку к прямому столкновению с нами. Российская внешняя политика сориентирована руководством страны на выстраивание конструктивных связей со всеми, кто нам отвечает взаимностью, так же, как и мы, не приемлет попыток давления извне и стремится к равноправному и неконфронтационному взаимодействию в интересах обеспечения национальной безопасности и развития. Примером такого сотрудничества служат наши отношения с Китаем, Индией, другими странами Азии, с исламским миром, с переживающей второе пробуждение Африкой, с нашими партнерами в Латинской Америке. Внешнеполитический курс, не связанный с электоральными циклами за рубежом, либо личными предпочтениями, носит долгосрочный характер. Он предсказуем. Угрозы, шантаж и давление, от кого бы они ни исходили, на него не повлияют. Опираясь на наследие политиков и государственных деятелей, таких как Владимир Вольфович Жириновский, мы будем уверенно, твердо реализовывать задачи и установки, которые сформулированы президентом Российской Федерации